Меня зовут Юля, добро пожаловать на наш Саши канал. В сегодняшнем видео я расскажу, как сделать 3 вида арома саше своими руками, как для себя, так и в качестве бюджетного подарка. В Fix Price сейчас завезли 2 вида саше по 150 рублей, классические мешочки с лавандой и нынче модные гипсовые. Сегодня я повторю такие своими руками и посчитаю их себестоимость. Для саше из лаванды я купила на маркетплейсе саму лаванду 100 грамм за 200 рублей и набор мешочков из органзы 20 штучек за 160 рублей. В мешочке поместилось 6 грамм лаванды. Себестоимость такого арома саше с лавандой вышла всего 20 рублей. А если взять упаковки с гораздо большим количеством лаванды и мешочков, то себестоимость выйдет еще дешевле. Но мне и такого количества более чем достаточно. Считается, что лаванда действует успокаивающе на нервную систему. Она может помочь снять стресс, улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Аромат лаванды способствует расслаблению и помогает быстрее заснуть. И давно известный факт, что моль не любит лаванду. Эти мешочки можно положить в шкаф или комод, а можно подарить кому-нибудь в виде символического подарка или дополнить им подарочный бокс. Для гипсового арома саше я купила только силиконовый молд. Гипс я покупала еще в прошлом году, большую упаковку, и мне его хватит еще на очень много проектов. Самый дешевый вариант купить гипс на маркетплейсе стоит 1 килограмм 150 рублей. На видео я замешиваю 100 грамм гипса, так как заодно решила залить молды для пасхального проекта. Для ароматизации использую эфирное масло, которое у меня уже много лет стоит без дела. Вот и нашелся повод его применить. Масло, как и одушку, необходимо тщательно перемешать с гипсом. Для этого арома саше я купила одинарную силиконовую форму на маркетплейсе. Конечно, выгоднее купить форму на 6 изделий, но я не планирую делать эти саше много и часто. Поэтому купила такую одинарную форму за 120 рублей. Форма на 6 изделий стоит около 300 рублей. В инструкции к моему гипсу значилось, что на 1 килограмм гипса идет 350-500 мл воды. Соответственно, на 100 грамм гипса я залила 35 мл воды. Я не спец по гипсу, но думаю, в таком соотношении изделие получится прочнее, тем более я не использую пластификатор. Смесь получается густоватой и не очень удобна для заливки формы, даже такой простой. Необходимо постукать формой, чтобы вышли все пузыри. А пока я выливала остатки гипса в другой молд, саше успела схватиться, поэтому пришлось доливать сверху новый слой гипса. И украшаю свое саше сухоцветами. И как оказалось, сухоцветы не очень хорошая идея для гипса. Гипс в местах соприкосновения с саше немного потемнел. Самое главное достоинство гипса, что через полчаса уже можно доставать изделие из формы. Изделие получилось почти что идеальным, но все-таки пару маленьких пузырьков осталось на углах. Обычно рекомендуют сложные части формы промазать кистью гипсовым раствором. Я думала, в этом молде нет сложных частей, но в будущем попробую промазать углы. Осталось здесь веревочку, и гипсовое арома саше готово. Если не учитывать стоимость молда, то такой арома саше будет стоить около 20 рублей, хотя это, конечно, напрямую зависит от стоимости отдушки. 30 грамм гипса это около 5 рублей, плюс 3 грамма отдушки и сухоцветы. А если вам, как и мне, некуда деть эфирное масло и сухоцветы вы сами насушили, то такое саше вам обойдется в 5 рублей. Скоро выйдет видео о переделке Fix Price, где я буду делать контейнерную свечу из кокосового воска с отдушкой. Так вот, после этой свечи у меня остался воск, который я буду использовать для того, чтобы сделать арома саше из воска. Для этого необходимо растопить соевый или кокосовый воск на водяной бане и добавить 10% отдушки. И залить силиконовую форму. Подойдет форма для льда и шоколадных конфет.
Если у вас нет времени, то можно отправить форму для застывания в холодильник, но лучше же, конечно, оставить при комнатной температуре часов на 16. Я оставляла на ночь, но все равно одна звездочка откололась. Я не покупала заранее мешочки из органзы на маркетплейсе, поэтому пришлось взять в фикс-прайсе 50 рублей за 2 штуки, а в фикс-прайсе брать совсем невыгодно. На маркетплейсе я покупала полкилограмма кокосового воска. Это самая невыгодная, но все равно самая дешевая упаковка воска. 4 фигурки в моем саше весят 50 грамм. Это вышло на 35 рублей. Плюс стоимость самой дешевой отдушки тоже 35 рублей. И плюс мешочек, итого 100 рублей. Так что восковое саше получилось самым дорогим. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Ставьте лайк и подписывайтесь на нас здесь и в Телеграме. До новых встреч! I've changed for